Упаковка довольно большая, примерно 25 на 17 сантиметров. В упаковке у нас довольно удобная сумочка на молнии. Здесь у нас имеется инструкция, краткое руководство. Есть русский язык. Но здесь особо ничего нового нет. Все как и в прошлых приборах. Показывается, где находятся диагностические разъемы на разных автомобилях и остальная такая информация. Здесь более подробная инструкция, но русского языка здесь нет. Также у нас имеется сам прибор, кабель подключения к прибору и кабель зарядки. Сам прибор довольно большой, имеет сенсорный экран, удобный хват для пальцев рук, клавиша включения, разъем для подключения диагностического кабеля и разъем для подключения зарядки. Также имеется наклейка с краткой информацией про прибор. При подключении колодки диагностики прибор автоматически включается. Здесь мы можем видеть в левом верхнем углу напряжение аккумуляторной батареи, дату, время, состояние сети Wi-Fi, подключено либо не подключено, и заряд аккумуляторной батареи. Также при подключении колодки диагностики прибор начинает автоматически заряжаться от бортовой сети автомобиля. На экране вот такое вот меню. Здесь имеется клавиша «Назад». Вот она. Ее можно переместить в любое удобное место на экране, где вам удобней. Сейчас подключимся к Wi-Fi. Wi-Fi быстро подключился. Заходим в обновление. Выбираем «Обновить все». Процесс будет довольно долгий, поэтому я вернусь после завершения обновления. Все, обновления установлены. На главном экране у нас настройки. Сейчас кратко покажу самое основное. Во-первых, единицы измерения нужно установить на метрические. Захват экрана. Это у нас можно делать скриншот экрана. То есть, когда мы эту функцию включаем, у нас вот здесь появился значок, иконка скриншота. То есть, когда мы будем производить диагностику, мы можем нажать на этот значок, и у нас прибор сделает скриншот. Далее, автоматическое обнаружение при подключении. Это когда мы подключаемся к диагностическому разъему, прибор сразу же автоматически начинает подключаться к системам автомобиля. Он начинает сразу считывать ВИН-код автомобиля и подключаться к системам. Далее, яркость. Это именно дисплей. Здесь мы можем изменить яркость и время спящего режима. То есть через сколько времени бездействия экран погаснет. Сейчас установлено на 1 минуту. Я так и оставлю. Далее звук. У этого прибора есть встроенные динамики, то есть у него есть собственный звук. Здесь мы можем изменить громкость, а также включить либо выключить системные звуковые уведомления. Далее сеть Wi-Fi. Здесь мы можем включить либо отключить Wi-Fi. Установить необходимый часовой пояс, выбрать нужный нам язык, заполнить информацию о своей мастерской, если вам это нужно. Также сбросить прибор до заводских настроек и очистить память. Торговый центр – это магазин. Здесь вы можете на платной основе загрузить необходимое программное обеспечение. Вот как мы видим, к примеру, GM Chevrolet дополнительное программное обеспечение стоит $2,72. Далее из основного здесь это сервисные функции, то есть сброс интервалов замены масла, обнуление аккумуляторной батареи, удаление воздуха из АБС и тому подобное. Всего 7 функций. Также данные это своего рода библиотека. Здесь вы можете почитать справочную информацию на самые популярные вопросы, которые у вас могут возникнуть.
Это галерея. Здесь сохраняются все ваши медиафайлы. Вот наш скриншот, который мы недавно сделали. Здесь вы можете посмотреть информацию, где могут находиться диагностические разъемы на разных автомобилях. И самое интересное, это библиотека кодов. То есть, допустим, вам прибор выдал какой-то код неисправности, и вы не знаете, что он обозначает. Вы можете зайти сюда и узнать полную информацию об этом коде неисправности. Возьмем, допустим, P0300, знаменитую ошибку. Вся эта справочная информация работает абсолютно без интернета. То есть даже если вы где-то в дороге и у вас нет там интернета, всю эту информацию вы все равно сможете посмотреть. И второе, самое главное, это то, что здесь не просто описание ошибки, что это случайные множественные пропуски воспламенения, а также дается справочная информация, из-за чего и почему данная ошибка может возникать. Давайте посмотрим сначала диагностику, а затем диагностику по ОБД2. Для этого необходимо включить зажигание. В данный момент мы диагностируем автомобиль Chevrolet Lachetti, но в базе прибора он находится на вкладке DEO. Не в Chevrolet, а в DEO. Как в принципе и на большинстве таких приборов. Нажимаем подтвердить. Выбираем Lachetti. Здесь мы можем подключиться к блоку управления двигателем, к блоку управления автоматической трансмиссией, к блоку ОБС и к блоку подушек безопасности. Отмечу, что к блоку подушек безопасности прибор подключается не всегда, где-то со второй-третьей попытки, а к остальным системам подключается без проблем. Давайте подключимся к системе АБС. Здесь мы можем прочитать ошибки, удалить ошибки, посмотреть информацию в реальном времени о показателях параметров и посмотреть информацию о блоке управления. ABS 5.3. Выбираем все. Как мы видим, в данном блоке управления нам доступны 8 параметров. Выделяем все. И нажимаем подтвердить. Здесь мы можем посмотреть напряжение аккумуляторной батареи, количество кодов неисправностей, напряжение на датчиках, положение педали тормоза. В данный момент у нас педаль тормоза не нажата. А также можем посмотреть скорость всех 4 колес. Например, при тестовой поездке у нас скорость одного из колес, допустим, существенно отличается, и в данном случае мы можем предположить неисправность датчика именно этого колеса, либо его цепи. Давайте подключимся к блоку управления двигателем. На данном автомобиле двигатель 1.6. Здесь мы тоже можем прочитать ошибки, удалить ошибки и посмотреть параметры. Давайте посмотрим. Прочитаем ошибки. Как видим, у нас есть ошибка 1628. Это ошибка по иммобилайзеру. Если вы не знаете, что это за ошибка, вы можете нажать поиск по сайту. Если у вас в данный момент прибор подключен к интернету, здесь сможете посмотреть, что означает данная ошибка. Здесь мы можем удалить данную ошибку. Все, ошибка удалена. Давайте посмотрим. Все, в данный момент времени у нас никаких ошибок нет. Но еще раз напомню, что удаление ошибок это не ремонт. В данном случае я знаю, почему у меня данная ошибка. Но если вы диагностируете свой автомобиль, обнаружили какие-то коды неисправностей, то сначала необходимо выяснить причину их появления, а затем уже удалять. Давайте посмотрим параметры. Здесь мы видим, что нам доступно 30 параметров. Данные по компрессору, барометрическое давление, напряжение аккумуляторной батареи. Чтобы перейти на следующую страницу, необходимо экран потянуть вверх. Вот таким образом. И у нас загружается вторая страница. Вот мы видим положение дроссельной заслонки. Здесь его цифровое значение. Если мы хотим посмотреть это в графиках, тогда необходимо нажать вот сюда, на выбор графиков.
И то же самое мы сможем посмотреть в виде графиков. Но как и в прошлом приборе, в прошлом видео, где мы тестировали EDAH Elite, там была такая же ситуация, что при данной диагностике очень сильно низкая скорость передачи данных. И поэтому показатели параметров обновляются с довольно ощутимой задержкой. Но если мы перейдем в диагностику OBD2, там уже такой задержки не будет. То есть в данном пункте мы сможем продиагностировать АБС, подушки безопасности, блок управления двигателем и блок управления автоматической коробкой передач. Но при диагностировании системы управления двигателем у нас наблюдается довольно ощутимая задержка. Но чтобы ее избежать, мы можем перейти просто в диагностику OBD2. Здесь мы сможем диагностировать только систему управления двигателем, но зато без каких-либо задержек. Сейчас прибор переберет все возможные протоколы подключения и по одному из них подключится к блоку управления двигателем. Вот, подключается к 4-му протоколу. Здесь мы можем увидеть, что лампа неисправности у нас не горит, кодов неисправности у нас нет. Ну, так же самое можем перейти посмотреть параметры диагностики. Здесь нам доступен 21 параметр. И вот здесь для примера мы тоже можем видеть положение дроссельной заслонки. Можем тоже посмотреть в графиках. Вот я нажимаю на педаль газа, отпускаю, нажимаю, отпускаю. Довольно быстрая скорость. Вот я вывел обороты двигателя. Вот происходит подключение. Нажимаем вход. Считывание существующих данных. Давайте выберем положение дроссельной заслонки, абсолютное давление в коллекторе и обороты. Сейчас запущу двигатель. Выбираем обороты двигателя. Ну а теперь о плюсах и минусах данного прибора. Самый большой и неоспоримый плюс – это полная автономность данного сканера. Это полностью самостоятельный прибор, который не требует дополнительного оборудования в виде смартфонов, либо дополнительных кабелей. Он имеет довольно хорошую батарею, более 6000 мАч. Актуальная версия 2025 года позволяет диагностировать 4 системы: систему управления двигателем, автоматическую трансмиссию, АБС и подушки безопасности. Но что касается автомобиля Chevrolet Lachetti, то подключение к подушкам безопасности происходит не всегда стабильно. Причем я это пробовал на нескольких автомобилях. Ну а все остальные системы прибор диагностирует довольно уверенно. Есть монитор теста аккумуляторной батареи, 5-дюймовый сенсорный HD-экран, встроенную память на 32 гигабайта, возможность подключения к сети интернет по Wi-Fi, очень добротный и качественный корпус, который очень удобно держать в руках, а также 7 сервисных функций. Из небольших минусов можно отметить: это не очень удачное расположение светодиода индикации. Если производить диагностику в полной темноте, то глазам не очень комфортно. Но не сказал бы, что это прям мега неудобно. Ну и также хотелось бы иметь в качестве порта для зарядки уже более современный разъем Type-C. Но учитывая тот факт, что прибор автоматически заряжается при подключении к бортовой сети автомобиля, то дополнительная его зарядка потребуется очень и очень редко. Ну а в целом довольно неплохой вариант для новичков и тем, кому нужен автономный прибор.